Запретный город. Императорский дворец Гугун – это, по сути, не дворец, а большое множество деревянных теремов-веранд с красными загнутыми крышами и золотистой черепицей, собранных в одном месте. Это классика китайского домостроения, в 1987 году внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это крупнейший музей Китайской Народной Республики. Внутри находится около 1 миллиона экспонатов, но для осмотра открыта лишь четверть его помещений и половина территории. Но и этого хватает на то, чтобы потратить день только на беглый осмотр. Более 7 миллионов человек посещают Гугун ежегодно, и определение «запретный город» только привлекает визитеров. Гугун действительно огромен. Его площадь составляет 72 гектара, то есть почти километр в длину и 750 метров в ширину. Он выверен строго по оси с юга на север и насчитывает 9999 помещений. Честно говоря, подсчет этот весьма сомнителен. Китайцы полагают, что расстояние между колоннами также является отдельным помещением. Реально помещений раз в 10 меньше. Своим возникновением Гугун обязан непосредственно императору Чжэн Цзу, третьему из династии Мин. Твердо решив обосноваться в Пекине, он позаботился и о жилище. Прежние дворцы ненавистных юаней были преданы огню. От них ничего не осталось. Потребовался новый дворец. Его строительство продолжалось 15 лет, с 1406 по 1421 год. Это самый грандиозный и самый целостный архитектурный ансамбль эпохи Средневековья. Гугун – это деревянное архитектурное сооружение. Многие его павильоны и храмы были разрушены пожарами, и их отстраивали заново. Но в основном дворец сохранил свой первоначальный вид. Гугун по праву считается не только одним из самых блестящих архитектурных памятников древности, но и крупнейшим в мире хорошо сохранившимся дворцовым ансамблем. Стоимость его строительства точно не рассчитана, но из исторических записей можно узнать, что нанимали 100 тысяч мастеров и 1 миллион рабочих. Строительные материалы везлись со всех концов страны, даже из далеких провинций Юньнань и Гуандун, находящихся за несколько тысяч километров от столицы. Для перевоза тяжелых камней использовали такой способ. Вдоль всей дороги рыли колодцы, и зимой водой из них заливали ее. Когда дорога покрывалась льдом и становилась скользкой, на ней появлялись тысячи саней, на которых каменные плиты и доставлялись в столицу. Труд был изнурительным, отовсюду доносились крики и стоны измученных людей, но камни привозили в Пекин. Только в Великой империи с обширной территорией и огромным населением могли себе позволить такое ради строительства императорского дворца. Огромный запретный город состоит из двух главных частей – внешних павильонов и внутренних резиденций. За дворцовыми воротами один за другим расположены павильон высшей гармонии Тайхэцзянь, павильон совершенной гармонии Джунхэцзянь и павильон сохранения гармонии Баохэцзянь. Эти три павильона предназначались для проведения важнейших государственных и придворных церемониалов. В северной части императорского дворца находится павильон соприкосновения неба и земли, или Тянь-Циньгун, и павильоны Цзяо-Таньдань и Кунь-Ниньгун, предназначенные для семейных торжеств. В период Минской династии здесь была опочивальница императриц. Находящиеся по обеим сторонам дворца 6 павильонов служили местом проживания наложниц императора. Планировка императорского дворца в полной мере отвечала требованиям ритуальных мероприятий, политике и нравам феодального режима. Это целый мир, когда-то отрезанный от жизни и существовавший несколько столетий. Мир богатый, пышный и строго регламентированный. Архитектурные конструкции, масштабы Гугуна
Величественность и совершенство его планировки – это признак проявления высочайшего императорского права и сохранения традиционных форм китайского зодчества. В древности Пекин был окружен городской стеной. От южных ворот Юньдиньмэнь до запретного города стоят еще 9 ворот, образуя так называемый девятиворотный режим. Длинные и глубокие дороги, ведущие к императорскому дворцу, приносили такое ощущение, что путь до владельца Поднебесной далек и труден. Центральная линия оси запретного города являлась и центральной линией Пекина. Одновременно она служила меридианом всей страны. Императорский дворец был абсолютным поднебесным центром. Павильон Тайхэцзянь и другие главные павильоны построены именно на этой линии. Остальные же архитектурные сооружения расположены строго по порядку по обеим сторонам. Павильон Тайхэцзянь – самая большая постройка Гугуна. Ее высота 35,5 метров. Здесь проходили все важные официальные дворцовые церемонии: свадьбы императоров, коронации императриц, государственные экзамены. Здесь же встречали новогодний праздник, день начала зимы, и праздновали день рождения императора. Все даты точно отражены в исторических записях. На рассвете от павильона Тайхэцзянь через весь двор площадью 30 тысяч квадратных метров до ворот Умэнь выстраивались в строгом ритуальном порядке ряды вооруженных стражников. При выходе императора из внутренней резиденции сразу же доносились бой барабанов и удары колоколов. Играл оркестр. Из многочисленных треножниц и курильниц в форме журавля и черепахи, символов успеха и долголетия, поднимался дым благовоний. Обычно поджигали ветки сандалового дерева и сосны. Император поднимался на трон, а гражданские и военные сановники в порядке субординации стояли на коленях, преклоняя голову перед своим владыкой. Древние китайцы уважали теорию Усин, являющийся ядром китайской культуры. Не случайно во дворце Гугун в южной его части расположен административный павильон, а в северной – резиденция. По теории Усин, юг принадлежит огню, а огонь рождает жизнь, то есть ян, солнце, и именно отсюда нужно управлять страной. А север принадлежит воде. Вода рождает инь, луну, поэтому жить лучше в северной части. Последователи учения Усин считают, что почва – это желтый предмет и является символом государственности. Вот почему все крыши в Гугуне желтого цвета. Столбы в Гугуне красные, ведь огонь рождает почву. Поэтому и сочетание желтого и красного символизирует всеобщее благополучие. Во всех постройках Гугуна прослеживается влияние теории Усин, имеющей важное значение в древней китайской архитектуре. Запретный город огорожен от посторонних. Он обнесен с 4 сторон 10-метровой стеной и рвом шириной 50 метров.